Алексеем Венедиктом будем фонить. Продолжая «Родина слышит», что мы наблюдаем, да. Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман, Александр Смирнов, звукорежиссер. Как изменилась ситуация после официального объявления с ссылкой на лабораторию Бундесвера об отравлении Навальным? Именно отравлении. У нас произошли подвижки, у нас, соответственно, Генпрокуратура запрашивает эти данные. Сегодня прокуратура Берлина подтвердила получение запроса. Существует договор о взаимопомощи, но, опять-таки, если у нас не открыто дело, то надо смотреть юридическую составляющую. Если в России дело не открыто, должна ли тогда сотрудничать берлинская прокуратура и берлинские коллеги? Да, то есть формальный повод. Но дело-то на самом деле вот в чем. Мы, как «Эхо Москвы», мы дали вам послушать мнение, в первую очередь, разработчиков «Новичка», и Владимир Углев, и Вил Мирзаянов, и Леонид Ринк. И я обращаю ваше внимание, что все они по-разному, с нюансами, да? С нюансами. И вот вы сравниваете сами, да? Что здесь важно, что на вопрос, возможно ли отравление новичком, вот в том контексте, который существует там в Сибири Алексея Навального, исходя из этого, я делаю вывод, что да, это возможно. Я бы обратил ваше внимание на то, что говорил один из разработчиков Углев, что в группе «Новичок», если мне не изменяет память, около 60 элементов, имеется в виду 60 новичков, да, в семье новичков, да, в группе новичков. И там есть и твердая компонента, она называется А241 или 261, я не помню, не имеет значения сейчас. То есть новичок, который в твердом виде, который можно растворить, и тогда его не надо распылять, ну, понятно, это не жидкость, не газ, это кусочек чего-то, который можно растворить, и тогда человек это принимает вовнутрь. И он становится менее опасен, скажем, для окружающих, опасно для окружающих в каком-то виде, возможно, его выделение, но, наверное, в очень ослабленном. И это, конечно, это говорит один из разработчиков, и это там не фантазии, значит, над этим надо задуматься. Значит, мы можем пожелать только Алексею скорейшего выздоровления. Вы знаете, что я там всегда был достаточным критиком политической деятельности Алексея, он был критиком нашей журналистской деятельности, тем более хочется продолжить с ним эту критическую дискуссию. Значит, считаю правильно, я очень рассчитываю, что вот за этим столом мы с ним встретимся и продолжим наши взаимные попреки. Да, ну, дружеские, но серьезные, сущностные. И он, конечно, является ведущим оппонентом Кремля, ведущим оппонентом Владимира Путина, как политик, он ведущий оппонент. И его отсутствие даже на больничной койке, даже вот за 2 недели, его чрезвычайно не хватает для политической дискуссии о будущем России. Отношусь к этому вот таким образом. Значит, что изменилось, Сереж? Ну, смотрите на очень аккуратное выступление Трампа сегодня, если говорим о внешней политике. Он сказал, что там у нас нет никаких доказательств, что Алексей Навальный был отравлен, но мы не можем не верить немцам. Это Трамп. Помпео был более груб или прямолинеен. Он присоединился к требованиям Европейского Союза. В чем требования? Давайте мы не будем путать. Во-первых, нет претензий к врачам. Я хочу обратить внимание, это подмена понятий, и недостойно Сергей Викторович Лавров подменять понятие, что Запад чего-то требует от врачей. Ничего Запад от врачей, омских и московских, не требует. Так же, как не требует от врачей Шарите, которым потребовалось отправить образцы в лабораторию. Сейчас мы к этому вернемся, но мне сейчас важнее не про немцев, а про нас. Извини. Значит, Запад требует от России вести расследование этого криминального действия, о котором утверждает канцлер Германии Ангела Меркель, назвав это преступлением,
она не называет виноватых, для того и нужно расследование, чтобы виноватых найти. Но она говорит о том, что это ответственность России. Вот мы всегда с вами уже давно делим между виной и ответственностью. Ответственность правительства, как она говорит, ну, властей, на самом деле. Правильный перевод не правительство, а то все подумают, что у нас Мишустин ответственен. Нет, у нас ответственен не Мишустин, у нас за все отвечает президент. Ответственность властей России заключается в организации транспарентного, прозрачного расследования преступления. Это раз. Но теперь дело не только в Навальном и не столько в Навальном. Я вам скажу страшную вещь, и здесь я согласен с Сергеем Гуриевым, в том, что и с Сергеем Пархоменко. Вообще Алексеем соглашаться с Сергеем – это какой-то моветон. Но, тем не менее, придется сегодня. Ребят, на самом деле применение боевого, запрещенного химического оружия на территории Российской Федерации, и неважно в отношении кого, Навального, губернатора, рядовых неизвестных граждан, да, помните, да, как распыление Зарина в токийском метро? Да, это та же самая история по подходу. Ребята, вы подписали конвенцию, и вы заявили о том, что вы, внимание, уничтожили все запасы химического оружия, в том числе группа «Новичок». А у вас на территории бродят, заметьте, немцы не говорят это «вы отравили», это ты, Путин, отравил, или там это ты, там, Патрушев, отравил. Нет, у вас на территории бродит неуничтоженное химическое боевое оружие, а вы взяли на себя обязательства, это ваши собственные обязательства, соблюдайте их. И ваше расследование – это не расследование о Навальном, это расследование о том, как это боевое химическое вещество у вас еще существует.